Здорово, народ! Вы на канале Тест камуфляжа. В данном видео я хочу разобрать один комментарий, который написали под видео про EMR и мультикам. Комментарий перед вами. Автор. К слову о лесах. Ты не учел, что чем дальше глубже объект находится в лесу, тем темнее его фигура становится. В таком случае даже EMR в лесах уже выделяется, так как превращается в монолитное темное пятно. Однако мультикам же за счет светлого оттенка затемняется до должного уровня, чтобы при беглом осмотре глаз не обнаружил выделяющийся объект среди листвы, так как технология мультикама за счет пятен подразумевает и большие, и малые, и выделяющиеся для разлива силуэта. Да, для разлива. Поэтому его и используют везде. Нужно не по картинкам смотреть, конечно, а на реальном опыте. Если он даже есть, то попробовать во всех зонах. Удачи! Что ж, спасибо. Пожалуй, начну с конца. По поводу его использования везде. Во-первых, мультикам — это не какой-то там волшебный рисунок, который делает тебя невидимым везде и всюду. Мультикам — это просто нормальный, универсальный камуфляж, который используется далеко не только в лесистой местности, но а также, например, в пустынях или в степях. Во-вторых, мультикам — это, наверное, самый распиаренный камуфляж на свете. О нем знают все. При этом я думаю, что большинству народу попросту впадлу и неинтересно заморачиваться насчет выбора расцветки. Поэтому народ просто идет по легкому пути и выбирает то, что у него на слуху. И в-третьих, так получилось, что из-за определенных геополитических обстоятельств на данный момент на нашем рынке преобладает форма в нескольких расцветках. И сами догадываетесь, в каких. Выбора попросту особо нету. Кстати, скажу вам по секрету, мультикам так-то это не единственный в природе универсальный камуфляж. Кто-нибудь в курсе про такие камуфляжи, как Atax IX от компании DCS или Spectre СКВО от компании Союз спецоснащения? Но про последний должны были слышать. Практика показала, что оба эти образца нормальные универсальные камуфляжи. Но, видимо, кроме меня, проверить их работу никто не решился. По поводу реального опыта использования. У меня на канале не одно, не два и даже не три, а больше видео с участием данной расцветки. Плюс к этому, еще до того, как я начал заниматься каналом, я активно занимался страйкболом. И в тот период был отрезок в 1 год, когда я использовал данный камуфляж. И таки да, реальный опыт у меня действительно есть, и мне по этому поводу есть что сказать. И если автор данного комментария не поленился и зашел бы на страницу канала и посмотрел, какие видео у меня залиты, возможно, он бы не писал эти строки. Если даже и реальный опыт есть, то попробовать во всех зонах. Тут да, чего нет, того нет. К сожалению, затестить камуфляжи в разных природных зонах у меня на данный момент отсутствует. Но, судя из прочитанного, возникает впечатление, что автор этих строк как раз опробовал мультикам во всех природных зонах. И, возможно, подготовил какой-нибудь материал по этому поводу. Было бы очень интересно с ним ознакомиться. Ты не учел, что чем дальше, глубже объект находится в лесу, тем темнее его фигура становится. Вот только сейчас добрались до основной темы. Я когда первый раз прочитал, я подумал, что это какая-то ерунда. Но позже я поймал себя на мысли, что за все время, что я снимаю тесты камуфляжа, я просто не обращал на это внимания. И мне захотелось проверить это на практике. Вдруг оно действительно так и есть. Специально снимал весною в обычном лесу, в тот момент, когда листья только начали распускаться. А камуфляжи взял, естественно, EMR и мультикам. Смотрим. Не успел начать, а EMR уже черный. Но все, можно расходиться. Тут я уселся в тени на фоне открытой засвеченной области, поэтому оба камуфляжа тут темные. Вот тут примерно 20 метров от камеры. Сел в полутень, на камеру камуфляжа уже особо не видно. При этом EMR не только не стал темнее, но и на солнце осветлился и неплохо слился с местностью.
Ушел примерно метров на 30. На камеру меня за растительностью уже совсем не видно. Вон стою, машу рукою. Определить, стал ли камуфляж темнее, не получается. Но это только первый дубль, я отснял еще второй. Посмотрим, что там получилось. Да, EMR снова темный, а мультикам в тени выглядит хорошо. Примерно метров 15 от камеры. EMR на солнце выглядит неплохо, но мультикам довольно сильно бликует. Иду глубже в лес, камуфляжа темнее не становится. Снова уселся, и на этом расстоянии за растительностью меня уже не видно. Уже не помню, сколько метров от камеры, думаю, за 30 уже ушел. Но и на таком расстоянии камуфляжи особо темнее не стали. Вон стою, машу рукою. Какие выводы можно сделать из увиденного? EMR очень темный в тени, но на солнце приобретает неплохой оттенок. Мультикам хорош в тени, но на большой свет лучше не высовываться. Ну и конечно же, чем глубже в лес, тем фигура темнее не становится. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на YouTube канал, на Рутуб канал и на всякий случай на Telegram канал. Удачи!